Сходу обозначу пару важных условий. Мы топ-10 никогда не попадут игры, которые еще находятся в Early Access, так что такие вещи, как Baldur's Gate 3 и Stone Shard подождут своего релиза. Ни в коем случае не пройдут чисто визуальные ремейки или просто новые издания игр с большими обновлениями, поэтому такие игры, как Xenoblade и Persona Royal, тоже пролетают по полной. Хотя игры отличные, конечно, просто не этого года. В то время как такие игры вроде Trials of Mana и Resident Evil 3 вполне бы котировались, потому что полностью перерабатывают оригинальную игру с ног до головы. В этом списке их, конечно же, нет, но зато у вас хороший пример. И надеюсь, этот список многих удивит, так как я считаю, что мои вкусы довольно специфичны, но при этом без тени сомнений заявляю, что для меня эти игры были действительно лучше всех в этом году. А если вы что-то не нашли здесь, то, скорее всего, вам стоит посмотреть мое предыдущее видео. Ну что ж, пора за дело. Чего только уже не было сказано про BPM на этом канале. Это уже будет третье видео, где я его упоминаю. Разумеется, очевидная в сторону. Музыка. Все построено вокруг музыки, особенно геймплей. Вся атмосфера пропитана музыкальными треками, которые вы слышите на протяжении уровней. Стреляйте в ритм, все здорово. Более очевидным будет сказать, что это просто-напросто смесь Binding of Isaac и Дума, потому что мы сочетаем эту безумную адскую атмосферу, плюс элементы рогаликов вплоть и до самого конца. Эта игра не особо сложная, особенно с учетом того, что есть только один специально сделанный персонаж в этой игре, он же последний, кого вы разблокируете, чтобы дать вам какой-то челлендж, а так или иначе в итоге вы найдете офигенный какой-нибудь билд и сможете дойти до конца. В целом я, разумеется, всем рекомендую каждую игру в этом списке, и BPM в том числе, хоть он и 10-й, так как на самом деле все игры в топе будут тем, что я бы строго рекомендовал из игр этого года, и неохота особо омрачать их какими-то минусами, которые я в них находил. Поэтому и про BPM ничего толком говорить не буду. Разумеется, вам покажется немного, что она коротковата, но, опять же, я не исчисляю ценность игр в этом топе, их временем и сколько вы можете в них провести. С учетом того, что они не особо требовательны финансово. Поэтому я уверен, вы получите свою дозу удовольствия, и BPM одна из тех игр, которые не особо заставляет вас думать над какими-то вещичками, вроде там, о боже, туториал какой-нибудь огромный, сильный. Не-не-не. Вас сходу бросать дело, делайте, что хотите, лишь бы выживали и побеждали. И уверен, рано или поздно вы наткнетесь на какой-нибудь билд вроде бесконечных патронов и минигана, и таким образом так или иначе завалите своего дракона и получите долгожданный экран победы. Тяжело говорить про сильнейшую сторону Inmost. Это, разумеется, офигенный метафорический сюжет, который мало кого ставит равнодушным. Ведь такое лучше испытать самому в первую очередь и не портить мне вам этот потенциальный опыт. Поэтому легче пройтись по 3 основным геймплейным столпам. Тут есть 3 персонажа, и каждый отвечает за свое. Минорные пазлы с акцентом чисто на сюжет, пазл-платформинг — это основная доля игры, и экшен-платформер, который будет разбавлять более спокойные секции игры. Но поскольку игра не особо длинная, она займет от силы у вас 3 часа, то и сильно глубоко геймплей не нырял по механикам, но это даже было бы излишне. Искренне советую вам окунуться в чарующий, пугающий мир Inmost. Он того однозначно стоит. Supergiant могут сделать игру в любом году, и она обязательно попадет в мой топ-10. Но не делает она плохих игр, просто не может. Вот и Hades, он же Аид, получился отличным. Самым большим достижением можно назвать внедрение роуглайк элементов в сюжет и повествование. Потерпели вы неудачу или ополоснули кого-то с головой, персонаж обязательно среагирует на это. Притом в самых разных обстоятельствах. Сами персонажи очень живые и взаимодействуют между собой. Геймплей же мне нравится пока больше других их творений. Быстрый, бодрый, плюс множество интересных особенностей. Музыка Даррен Корби и дизайн Gen Z до сих пор очаровательны и узнаваемы. Показательный пример того, как небольшая, но слаженная команда, где люди не разбегаются кто куда, после одного проекта могут творить настоящую магию. Даже больше. Каждый раз они лишь умудряются поднимать планку выше. У Monster Sanctuary, как и у следующих 2 игр, одна большая проблема, общая проблема.
Они пролетят под радарами у практически всех игроков. Но вот у монстров эту проблему гораздо легче конкретизировать. Дата выхода. Ни у одной игры хоть какого жанра в 2020 году не было бы шанса быть замеченными, если они выходят в одну неделю с гребаным шкодливым ребенком, требующим внимания в виде киберпанка. Но вернемся к монстрам. Нельзя рассказывать про заповедник монстров и при этом не обосрать покемонов. А в последнее время мне это и так очень нравится делать. Но монстры дали хороший повод, они являются собой пример, как свежие идеи могут легко вписаться в рамки жанра и сделать игру про ловлю монстров гораздо интереснее, чем когда-либо. Элементы метродевания отлично сочетаются с концептом использования монстров вне боя. У каждого монстра есть свое подробное скилл-древо, набор эквипа и даже больше, поэтому уровень кастомайза зашкаливает. Да и сама боевая система строгих 3 на 3 заставляет вас подходить к боям более тактически, и одно только превосходство в элементах не дает однозначной победы в 2 удара. Даже страшно подумать, как много было правильно сделано сразу, притом без явных заимствований. Жду не дождусь развития этих идей в будущем, а потому надеюсь на продолжение. Если присуждать места за один только сюжет, то 13 стражей получили бы первое место без какой-либо конкуренции. Даже больше. Наверняка 13 стражей — это лучший сюжет в играх за уходящее десятилетие. Игра берет множество тем научной фантастики и раскрывает их лучше и краше, чем многие другие, даже если не делает на этом акцент. Тема путешествия во времени, перенос разума, да даже гей-драма здесь лучше из лучших. И последняя, кстати, за счет того хотя бы, что не пиарится этим в наглую. Геймплей на самом деле тоже не промах, просто видно, что главное внимание было уделено не ему. Скорее, основные боевые маневры напоминают мини-игру просто на стероидах. Vanillaware словно копили этот сюжетный магнум опус, ибо в предыдущих 2 играх в виде Мурамаса и Dragon's Crown даже толком не акцентировали на этом сюжете внимание. Но тут сюжет король в замке под названием 13 стражей. И не только хороший сюжет в своем ядре, его подача тоже подчеркивает мастерство разработчиков. Мы видим события от перспективы 13 людей, и то, как расставлены рамки и повороты должно быть расположено с максимальной скрупулезностью, дабы не допустить раньше времени срыва покровов для других персонажей или очередного глобального сюжетного твиста. А посему 13 стражей занимают место среди лучших из лучших в этом году. Даже стыдно смотреть, как многие другие преклоняют колено перед голливудскими стереотипами подачи сюжета, когда 13 стражей используют игровой формат по полной. Не, ну с этого момента идут только игры, которые в первую очередь зацепили меня геймплеем, и только потом всем остальным. Jetlancer во многом игра простая, как 2 палки. Твинстик-шутер про самолеты. Но как же хорошо все сделано. Игра обладает одной из самых лучших кривых обучений, которые когда-либо видел. Она подсовывает вам начальный набор апгрейдов для вашего истребителя, которые настроены исключительно на то, чтобы вы не сдохли по своей глупости. Но чтобы использовать апгрейды получше, которые могли бы вам проходить на более высокие ранги, с такими страховочными колесиками придется расстаться. Из-за чего игрок сам постепенно отказывается от этих подтяжек, получая не только новый, более полезный функционал, но и прокачивает собственный скилл, чтобы компенсировать отсутствие модификаций нянек. Сюжет и музыка отлично дополняют процесс. Сюжет не вызывает, конечно, каких-то сверхоткровений, но персонажи довольно очаровательны, чтобы не надоесть до конца. Музыка просто-напросто стала одной из любимейших в году. В итоге имеем игру, которая сильно вознаграждает скилл играющего, чего ты чувствуешь, что постоянно получаешь соответствующие результаты за проявленные усилия. Этого чувства порой очень тяжело достигнуть в играх, но Jetlancer умудряется этого добиться. Миссии босса разнообразны, игра не пытается растягивать процесс, отчего я умудрился с удовольствием пройти всю игру и новую игру плюс буквально за 2 дня сразу же. Что для меня большая редкость. И, кстати, сложность New Game Plus растет не за счет увеличения здоровья и урона у врагов, а за счет появления новых типов противников с новыми типами вооружений и гораздо более агрессивным поведением. Поэтому, если всего, чего вам не хватает, это нестись через миллион снарядов, снося все на своем пути, будучи на выстрел от провала, при этом показывая высший пилотаж, для вас это будет настоящим совершенством. Многие не видят Super Meat Boy Forever True сиквела, на что я могу ответить им лишь...
Вы чё, охренели в конец? Хардкорный платформер? Да. Офигенная анимация с отсылками? Да. Задорная музыка? Да! Так что этот Outrunner с условно рандомной генерацией уровней лишь работает в пользу сиквела. Настоящий креатив, на мой взгляд, показывает себя только в строгих рамках, когда вроде бы простой, как чай без сахара концепт, можно раскачать до этого уровня, до которого это сделал новый мясной пацан. Они берут Outrunner механику и превращают это дело в настоящую игру, где на каждый мир приходится по 3 уникальных механики как минимум. Даже боссы здесь реальные боссы, ну кроме одного разве что, которые не замаскированы под простой бег с препятствиями, как это было в первой части. Там, кроме Ларри Джуниора, я даже не припомню настоящих босс-баттлов. Для меня настоящий сиквел — это прежде всего попытка бросить вызов чему-то абсолютно новому с точки зрения геймплейных соображений, при этом сохранить дух и атмосферу. Попытка расширить собственный горизонт, даже если ценой станет более продвинутый и отлаженный геймплей предшественника. Но если работа все равно качественная, то зачем кривить носом? Сделать ту же самую игру с парой обвесов был бы легкий выход из ситуации. Но Team Meat пошли тяжелым и неблагодарным путем, за что им буду вечно признателен. Вряд ли я скажу больше, чем в своем единственном за год обзоре про Final Fantasy VII Remake, но давайте тогда коротко. Оригинальная FF7 мне понравилась, даже сильно, но никогда не была даже в тройке любимейших. Сама игра была простовата, персонажем толком не раскрыты, кроме парочки, а треклятые спин-оффы, которые пытались это дело компенсировать, заодно выдаивая самую популярную финалку, делали лишь хуже. Но тут приходит ремейк и делает то, что, на мой взгляд, должен делать ремейк. Не просто налепить HD графон и идти себе спать дальше, а переосмыслить, сделать лучше, исправить, что не работало, наполнить смыслом и жизнью пустоту, что была раньше. Теперь у меня совсем иной взгляд на персонажей. Клауд, Барретт, Тифа и Арис никогда мне не нравились так, как сейчас. Даже банда Аваланша стала конкретными персонажами, а не троицей болванчиков, на которых мне становилось плевать спустя час игры. А геймплей? Этот геймплей. Первое на моей памяти настоящее совмещение экшена и РПГ. Обычно мы имеем такое соотношение. Здесь же это две полноценных, дополняющих друг друга составляющих. Переосмысленная музыка и новые мотивчики приходятся как никогда кстати. Да, у игры есть очевидные минусы, вроде лоурес текстуры задников, просадки темпа вплоть до целых глав, в которых ничего не происходит. Но при этом та же самая игра сделала столько смелых и удачных решений, что для меня это никогда не перечеркнется такими мелочами. Я не думал, что скажу это, и отчасти то будет минорный спойлер, но я заинтригован тем, что будет дальше по сюжету. Может, он будет из вон рук плохим, и мне придется забрать сегодняшние похвалы в ретроспективе, так как это лишь начало большего приключения. Но учитывая, какие были последние номерные игры, то приятно снова любить Final Fantasy. Будущее выглядит как никогда светло. Сравнение покажется вам странным, но вы быстро поймете, к чему это. В свое время Ratchet начался как платформер, в котором оружие было скорее павер-апом и таким кусочком пазла, которым вы пользовались, чтобы избавиться от врагов в тех или иных обстоятельствах, а в остальном занимались чисто платформингом. Ко второй же части Ratchet стал полноценным шутером от третьего лица, с элементами платформинга. И в итоге вы больше стрейфились и полили всех орудий, толком не задумываясь ни о чем, чего нельзя было сделать до этого, иначе бы вас просто убили. Чего я точно не ждал, так это того, что Doom сделает ровно такой же скачок, но в обратную сторону. Более тактический подход к использованию оружия и более крупный акцент на передвижении по арене и окружении, нежели просто зачистка комнат с ходячим арсеналом без лишней мысли. Не буду повторяться, так как мое отношение к смещению акцентов сиквелов было упомянуто буквально пару позиций тому назад, но Doom Eternal сильно подкупает меня. Я очень люблю такие шутеры, как Ascent, Quake и Unreal Tournament, более аркадный, более подвижный и вертикальный. Eternal лишь углубляется в это дело. Поначалу, даже будучи большим любителем платформеров, мне казалось, что это как-то все излишне и даже не по-думовски. Но чем дальше я проходил, чем дольше я играл, тем больше проникался новым подходом. Словно пазл наконец сложился в голове и все пошло как надо.
Плюс мне кажется, что ограниченность ресурсов лишь добавила драйва и заставила думать вне типичного вакуума, в котором я себя нахожу. Вы можете с одинаковой простотой и скоростью лишиться чуть ли не всех патронов и здоровья, так и подняться с самого дна с камбэком, получить все, что нужно, и убить все живое. Думаю, что огромный арсенал, которым Doom оброс за всю свою жизнь, идеально подходит для такого более тактического пазл-подхода, нежели любая другая игра. Сатирическое повествование лишь украшает прохождение. Этакий Doom Slayer стихия, которую не остановить. Ну и, конечно же, музыка, которая задает весь темп. Это был один из самых приятных сюрпризов в этом году, так как после отличных отзывов на Doom 2016 года я был уверен, что новая игра будет самоповтором, но нет, они решили шагнуть дальше, из-за чего Doom Eternal почти стал игрой года для меня. Я думал, что Crash не первый, но каждый раз, когда я пытался убрать его подальше в списке, то понимал, что вру сам себе. Еще ни разу в своей жизни я не мог полностью закомплетить игру, которую при этом не обожал настолько, что готов утерпеть даже самый жесткий процесс выколачивания 100%. И Crash 4 очень жесткий. На мой взгляд, это сложнейшая Crash игра из существующих, как для обычного прохождения, так и особенно для полного завершения. Я ругался, я страдал, я мучился и начинал находить в игре минусы, которые раньше даже близко к поверхности не были. Но оглядываясь назад, до меня все больше доходило, насколько мне понравилось проходить ее изначально. То есть FurBob проделали настолько колоссальную работу, что Crash 4 не просто по достоинству носит цифру 4. Несмотря на то, что Crash игр со времен конца оригинальной трилогии вышло больше, чем с десяток. Они умудрились обыграть создателей на их же поле. Видно, что Crash 4 является больше развитием идей второй части, нежели третьей. Это альтернативный взгляд на то, как серия должна была развиваться еще тогда. Игра даже в своем самой отчаянной попытке разнообразить процесс остается платформером, в то время как Crash 3 Warped по большей части бросил белый флаг на дальнейшее развитие платформинг части и сосредоточился на абсолютно других вещах. В то время как плеяда маска персонажей, которые доступны здесь, работают на благо жанра, к которому игра относится. Когда-нибудь я еще расскажу историю о том, почему прохождение Crash 4 на 106% идея не просто плохая, она, ужасная, и того не стоит. Но все же, серьезно, какую еще игру я могу назвать своей игрой года в 2020-м? Ведь только проведя в Crash 4 больше 100 часов и только увидев заветную платину, я наконец-таки смог оставить игру, не оглядываясь назад. Есть! Есть! Все, это конец! Перфекционист! Все, сейчас 2 заставки. И это все. Все. Больше никакого уровня проходить не надо. Никогда. Вы прошли игру на 106%. You beat the game to 106%. Woo! Ну вот и все. Многообещающих игр в 2021 году море необъятное, а новое поколение постепенно пробирается в дома людей. Желаю вам отличных игр и не болеть. Надеюсь, мы проведем вместе еще один год с офигенными играми в придачу.